Всем привет, мои хорошие! Сегодня будет не обзор, так сказать, я попытаюсь объяснить вам, почему узбечка розовая, моя любимица, приходит иногда разная. Здесь у меня собраны 3 заказа. Я делала заказ у Ларисы с Белорецка. Там всего было 2 сорта. Туркестан взбитые сливки заказывала 5 килограмм. И заказывала узбечку красную 2 килограмма. Ну вот что я вам могу сказать. Узбечка красная пришла интересная. Давайте сравним. Здесь у меня узбечка, так сказать, абсолютно разная. Вот эта узбечка красная. Она такого, знаете, цвет чайной розы, но яркий. Вот, то есть она отличается по цвету. Я надеюсь, вам видно. Я специально ловила дневной свет, чтобы вам показать структуру, какой она бывает, и цвет. Давайте по структуре. Я люблю узбечку розовую вот такой структуры. Она очень плотная, очень монолитная, как стекло хрустит. Вот видите, какая красавица. Ну и бывает, она приходит вот такой структуры. Цвет капучино и очень рыхлая, видите? Отличие. Бывает вот такой структуры. Все зависит, девочки, от пласта. Очень много зависит от места добычи, от пласта. Мое личное, как бы, мнение, вот видите, как отличается узбечка красная, узбечка розовая. По мне, это все узбечка розовая. Просто либо добытчик, либо продавец видит, что пласт отличается по цвету, он темнее, розовее, так сказать. И сразу можно продавать как отдельный вид. Ну, не знаю. Сейчас, конечно, мы похрустим с вами. Узбечку розовую я обожаю. А бывают, попадаются вот такие кусочки. Очень светлые. А бывает вот такая вот. Вот смотрите, это вообще как узбечка коричневая. Видите? Так, и где? И вот так. Видите, от темно-розового, коричневый до цвет чайной розы разбавленный, такой бежевато-розоватый. То есть какой пласт вам, как вам повезет, какой пласт придет. Вот так, грубо говоря. Давайте похрустим. Обожаю узбечку. Конечно, вот такие плотные кусочки, они как стекло. То есть вам может она прийти и рыхлая, и плотная, и розовая, и вот такая коричневая. Вот такие светлые кусочки, и бежевые. Вкус бомба. И по соли, кстати, она тоже отличается. И бывает, попадается вообще не соленый, а бывает, попадается очень соленый. Здесь где-то у меня есть вот кусочки очень соленые. Мы сейчас похрустим. Почему решила снять это видео? Потому что очень много читаю комментариев. Вот мне пришла не та, вот мне пришла не эта. Нет, девочки, вам пришел тот сорт с одного карьера. Просто все зависит от глубины добычи. Мне кажется, вот светлые кусочки, такие вот плотные, это верхний слой.
верхний пласт, потому что солнце все равно выгорает, соль тоже выжигается, потому что если ее положить на свежий воздух, соль выветривается. Если она сильно соленая приходит, я ее раскладываю на тарелочку и на подоконник недельки на 2-3, и соль тогда уйдет. Не совсем, но не будет уже такая сильно соленая. Как бы пласт меняется, меняется сорт. Но я обожаю, когда она как стекло. Этот кусочек у меня слабо-слабо соленый. Скажу честно, когда она мне приходит вот такая рыхлая, я не очень люблю такие кусочки. Видите? Они не так хрустят. И могут, кстати, если вот пришла вам узбечка розовая вот с такой структурой, она может поскрипывать. Соленый кусок, причем так значительно. Он тоже плотный, но не очень я люблю такие кусочки. Пласт действительно меняется. У этого сорта очень много поклонников. Добывается, я так думаю, на больших объемах. И чем глубже, как говорится, копают, тем отличается и вкус, и структура. Этот вообще серо-коричневый кусочек. По вкусу она практически не отличается, только вот рыхлые кусочки, у них соли побольше. Он прям коричневый. Но отличается от узбечки коричневого, который я брала у Елены. Там прям вообще плотная, как камень. А это по структуре такая же, как розовая, хрустящая, но цвет коричневый. Сейчас я намочу кусочек и покажу вам. Вот видите? А теперь мы возьмем, надо так положить, чтобы они... Возьмем вот этот кусочек. Вон, разницу видно. То есть этот прям розовый, а этот больше коричневый. Какой соленый. Очень соленый.
Нет, у меня здесь был прям красный-красный кусок. Так что вот так, девочки. Цветом разная, структурой разная. Вкус примерно один и тот же. Как-то так. Пишите, конечно, свои комментарии, какая вам приходила, какая вам попадалась. Угу. Все вот такие темно-розовые куски, все соленые. Но соль в них ощущается. И по плотности они отличаются. Вот это как стекло попался кусочек. Они не такие плотные. Тоже будет как стекло. Угу. А видите, какая разница? Вот такую узбечку я прям обожаю. Как бы она вся по вкусу классная, но вот я фанат прям очень плотных кусочков. Давайте вот этот светлый. Похож, знаете, на переход между розовой узбечкой и коксолью. Вот такой вот. Видите разницу? Не очень. Вот этот вкуснючий тоже кусочек. Так что думаю, если заказать оптом, придут разные куски. И кому как повезет. Но у меня сейчас цель найти именно вот такой пласт, заказать побольше. Так сказать, на про запас. Потому что такую узбечку розовую я просто обожаю.
Очень соленый кусок. Прям очень мне сегодня захотелось похрустеть именно ей. Вот такой структуры я обожаю. И вот такой рыхлый, вот такой монолитный. В общем, я нагрызлась, нахрустелась, рассказала вам и показала отличия. По вкусу плюс-минус одно и то же, только отличается в соли. Где-то соли побольше, где-то поменьше, где-то ее вообще нет. И по структуре, конечно, что-то звонче хрустит, что-то менее хрустит. В общем, вот так вот решила с вами поболтать. Всем огромное спасибо за внимание, за просмотр. Всех люблю, целую, обнимаю. Всем пока-пока.